Здравствуйте, я Андрей Бойко, и это канал Мотоэксперт. Ставьте лайки и подписывайтесь, потому что только у нас эксклюзивный контент. Мы сегодня в Португалии на тесте, а это, между прочим, мировая премьера, CF Moto 675 NK. Naked, построенный на базе спортивного мотоцикла. И он классный. Давайте посмотрим, прям вот пробежимся по основным фишкам этого байка и посмотрим на дизайн. Во-первых, переднее крыло, да? Шикарно сделано. Такое ощущение, что это какой-то такой аэродинамический элемент для того, чтобы прижимать этот мотоцикл на торможениях к асфальту. Вот эта фара, она уже знакома поклонникам марки CF Moto, и она знакома по другим моделям CF Moto, но здесь она стала как-то более серьезной, что ли, более стильной. Я сейчас поверну. Ключ зажигания, светодиоды, все загорается, и если включить ближний и дальний свет, вот это основной блок фары, тоже светодиоды, выглядит классно и выглядит очень стильно. Вот эти вот боковые пластиковые элементы, скажем так, не накладки, потому что это элементы. Причем вот прямо сейчас сделаю при вас, смотрите, берусь двумя руками за этот хвост и... Ну, можно сломать все, конечно, но здесь ничего не скрипит, ничего не отваливается, и все очень-очень здорово и качественно сделано. С поворотничками, классный цвет, цветовая гамма шикарная, есть такой, есть там чуть больше там серого, но неважно. Это гоночная основа, то есть это основа от спортивного мотоцикла, поэтому этот Naked получился злым и классным. Мы тестировали его на картодроме, на большой трек, естественно, нас на открытом мотоцикле не пустили, без пластикового оперения, я имею в виду. Мы тестировали его на картодроме, и я вам скажу, не ожидал я такой легкости управления от этого байка. Ну, что хотите, это спортивный мотоцикл, да, который облагородили для того, чтобы ездить на нем в городе, для того, чтобы совершать какие-то, может быть, даже небольшие туристические покатушки, да, по асфальту, естественно. И, конечно же, вас интересует вопрос эргономики. Это мотоцикл-эгоист, мотоцикл для тех, кто любит ездить по городу и любит ездить быстро по городу. Посадка слегка угол вперед, но можно считать ее вертикальной. Подножки чуть-чуть пониже, чем у спортбайка, они немножко другой формы, скажем так. И за счет этого вот этот треугольник, руль, пятая точка и нога, здесь все расслаблено, здесь ничего не давит, не нужно приглоняться вперед, как на спортбайке. Может быть, у меня рост 175 сантиметров, может быть, вот прям для полного ощущения комфорта я бы себе поставил чуть-чуть другой руль, чуть-чуть другой конфигурации, чтобы вот не тянуться, а чтобы вот руки находились где-то вот здесь. Такой больше супермото, что ли, ставил, вот руль чуть-чуть хочется поближе. Но, честно говоря, мне всегда руль хочется чуть поближе, поэтому даже не надо меня слушать. Все удобно, все классно, приборная панель. Она ровно точно такая же, как на спортбайке. Здесь есть вся информация, давление в шинах, температура покрышек, какая передача включена. Здесь можно подцепить ее к телефону. Есть выход USB, он немножко странно устроен. Здесь там вот внизу под пластиком, но неважно. Главное, что он есть. Можно сконнектить беспроводным способом. Здесь у вас будет карта на приборной панели. В общем, здесь все классно. Можно поставить приложение CF Moto и получить вообще всю информацию, что может этот мотоцикл, о чем может этот мотоцикл и каким образом вы можете с ним дружить. Значит, седло классное, для Naked все очень удобно. Здесь в меру узко, и за счет этого не нужно сидеть вот так вот, растопырив ноги, потому что какой-то широкий бак или что-то еще. Конец, вот эта часть бака, да, задняя часть бака тоже довольно узкая. Это здорово тоже сделано, потому что здесь удобно, можно подсесть чуть поближе, подальше, в зависимости от того, сколько вы едете. Плюс ко всему, выезжая на трек, то, что сегодня мы и сделали, очень удобно, можно смещаться, можно свешиваться, можно ездить с коленом, но, помимо всего прочего, я попробовал прокатиться по треку на этом мотоцикле вот просто так. Вот так вот. Сидишь вертикально, мотоцикл наклоняешь вот так, и что же будет? А будет вот что. Мотоцикл, этот Naked CF Moto 675, наклоняется до подножек, скребется вот здесь, подножка подгибается, а он продолжает уверенно ехать и стоять в дуге. Вот прям уверенно, даже на самых-самых малых скоростях, даже на первой передаче, даже на второй. Что здесь с мотором? Это 3 цилиндра, очень классная
идея, которая была подхвачена компанией CF Moto. А в чем она классная? Потому что это не 4 цилиндра большой мотор уже, который требует каких-то там ультрасовременных технологий для того, чтобы сделать его легким. Это не двухцилиндровый мотор, который на Aprilia 660. Да, и, соответственно, здесь как бы больше по ощущениям вот этого крутящего момента, вот этой приятной такой мощности, больше звука и всего больше. У вас прямо реальное ощущение, что это не краилово какое-то, а что это прямо классный, серьезный, взрослый мотоцикл. Серьезному мотику серьезные тормоза. И здесь у меня всегда к мотоциклам особое требование, потому что в отличие от, скажем так, среднестатистического пользователя мотоциклом, я люблю прямо разогнаться, подъехать к повороту, затормозить вплоть до апекса. Извините, гоночное прошлое, ничего не поделаешь. Я люблю, чтобы тормоза были четкими, мощными и прозрачными, чтобы обратная связь была прямо на ручке очень классно. Потому что торможу я только одним пальцем, не двумя, одним, не буду показывать каким. И, соответственно, для меня это очень важно. Здесь Хэхуан, тоже, как и на спортбайке, тормоза с воздухозаборниками, чуть-чуть другой формы из-за переднего крыла, но не суть. 300 мм диски и тормоза классные. Во-первых, армированные шланги, здесь вообще все без дураков, и все очень здорово, здорово до такой степени, что на этом мотоцикле, на картодроме, я тормозил вот прямо до края, прямо до талого. Здесь на приборной панели сразу начинает видно, моргает аварийка, соответственно, сзади тоже моргает аварийка, сообщает всем участникам дорожного движения, что вы истошно тормозите, но на картодроме это не важно, да? Соответственно, истошно тормозим, задняя часть уже прямо гуляет, она почти висит в воздухе, передняя часть мотоцикла стабильно находится загруженной, заезжает в поворот. Регулируемая вилка. Никаких проблем. Организаторы сделали там какие-то, они говорили о том, что они сделали небольшие регулировки относительно товарной версии, да, подвески поднастроили, скажем так, но буквально пару кликов туда-сюда обратно, и стало все, в общем-то, всем хорошо. Я люблю тестировать мотоциклы именно в такой конфигурации. Вот не то, что вооружившись ключом, мы сейчас перенастроим всю подвеску, отбой, сжатие, вот эту всю историю. Нет, вот нам дали такой мотоцикл, мы на нем едем. И что? И он классный. Мои первые эмоции, первый выезд на картодром. Надо сказать, что картодром приличный. Он как бы такой... это даже не лидер. Мне он, чем-то говоря, напомнил Маяк. Вот Маяк это, да, это такой быстрый, хороший картодром. Есть два затычных поворота, но, тем не менее, база ровно точно та же самая у CF Moto 675 Naked N. Та же самая база, что и у гоночного мотоцикла. Но, соответственно, прямой руль, обычная гражданская посадка. И с точки зрения езды в городе, с точки зрения просто кататься на мотоцикле или даже куда-то поехать, понятное дело, что, ну, всем голосуем, да, руками, ногами, рублем именно за этот байк, потому что спортбайк — это история очень специфическая, очень классная, я ее очень люблю, но это для трека. А вот это для картодрома, это для города, это про каждый день ездить на работу, это покататься с девушкой, это съездить куда-то вечером, даже не гоняя, но при этом просто получая удовольствие. Давайте прям первое впечатление. Во-первых, шикарные тормоза. Ну, как и на спортбайке. Стоки, не нужно ничего не менять, ни колодки, ничего. Шикарные тормоза. Отлично тормозит мотоцикл. Второе, управляемость. Очень чуткий мотик. Очень чуткий мотик, чуть контрруление, пинг, все, он уже лежит. Причем, знаете, он очень стабильный в том плане, что он, этот мотоцикл, не требует от пилота каких-то вот особенных усилий. Бывают такие мотики, когда ты вроде как начал заруливать, он пытается повернуть, потом проваливается, или наоборот, сразу проваливается, а вот уже до конца, до подножки он уже как-то не хочет доставать. Ну, в общем, какие-то нюансы, да? Здесь все очень ровно. Здесь прямо начал, притормозил, контрруление, начал заходить в поворот, зашел в поворот, открыл газ, трекшн-контроль здесь тоже регулируется, как и в спортбайке. Открыл газ резко, вообще не напрягаясь, что что-то там произойдет с задним колесом. Бах! Бум! И мотор повез. И вот здесь самое интересное. 3 цилиндра. Вообще это британская тема, да, и они ее очень давно педалируют. И педалируют, видимо, не зря, потому что CF Moto 675, вот эти 3 цилиндра, этот мотоцикл очень-очень ровный. То есть здесь можно воткнуть вторую передачу и выехать быстро. Открываешь ручку газа, прямо мотор звенит. Но он вот так вот ровно везет. Бом! Везет ровно, прямо ровно вверх везет. И кривая момента прямо ровная. Можно заехать на 3-й передаче в этот поворот. И он вывозит, да, не так быстро, он не так подпрыгивает вперед, но тоже ровно. Можно заехать на 4-й, и он все равно тянет.
он все равно тянет даже с самых-самых низов, даже с низких оборотов. Просто никаких детонаций, никаких паразитных вибраций, ничего. Ровненько так, раз, ручку в край, пом, и хороший набор. He's Классный amazing набор. biker, I tell you, he's amazing biker, he loves to ride this. You Ah, pretend this, huh? Is that Thank you, my true? friend, thank you, my Is that friend. true? Thank you, Very my good friend. biker. Ah. From Romania. Вот видите, не так все оказывается плохо, как я думал. Тем не менее, шикарно едет, шикарно управляется, шикарно выезжает. Может быть, есть некоторые нюансы. Еще есть пару сессий на этом картодроме. Сейчас покатаюсь и потом уже подробно расскажу, что к чему и почему. На удивление. Я до этого момента не ездил на китайской технике, не ездил на мотоциклах CF Moto, и вот этот вот байк, именно Naked, он реально приятно меня удивил. Потому что можно ехать на треке, потому что совершенно спокойно, я абсолютно уверен, что на нем можно провести в седле час и два, катаясь по городу. На нем совершенно спокойно можно провести в седле и проехаться, не знаю, 300 километров поездку выходного дня, такую себе устроить. И это будет классно. Да, здесь нет ветрозащиты, да, вы не будете нестись со скоростью, там, не знаю, 250 километров в час, но вот этот гоночный мотор, он очень эластичный. Вот эти 675 кубических сантиметров, там почти 90 лошадиных сил, там чуть больше, чуть меньше, в зависимости от рынка. Вот этот весь сок 70 ньютон-метров крутящего момента при 8000 оборотов в минуту, ну там тоже чуть больше с копеечками, не суть. Все это позволяет ехать на этом мотоцикле. Можно на второй передаче открыть ручку газа и прям так мясно выскочить из поворота, ускориться, поехать. Или просто по прямой разогнаться, да? Можно сделать это на третьей передаче или на четвертой. Будет не так агрессивно, но будет прям очень уверенно. Плюс ко всему, шикарно работает АБС, и на картодроме это удалось проверить. Есть такой небольшой нюанс, когда прямо доходит до вот этого вот срабатывания АБС, и мотоцикл уже тормозит, немножко вибрирует ручка тормоза, да, и, соответственно, вроде как бы нет вот этой возможности, да, уронить мотоцикл с переднего колеса. Если все в порядке, и АБС вам больше не нужна, конечно, нужно быстро отпустить ручку и прижать тормоза еще раз. Вот эта пауза такая между АБСом и не АБСом, возвратом тормозов в рабочее состояние, немножко может быть долгая, да, но опять же таки это все настройки АБС Bosch, тут вопрос подключить компьютер производителям и немножко поднастроить. Всех нас просят давать фидбэк, и поэтому мы как бы обо всем этом рассказали. Я уверен, что вот буквально там через месяц товарные версии будут прям вот вообще звенеть. Соответственно, шикарные тормоза, шикарная приборная панель, удобная посадка. На удивление, классная китайская резина, которая стоит на этом мотоцикле. Но это практически гоночная, хорошая резина, такая в меру мягкая, в меру жесткая, очень комфортная. И вот этот вот весь CF Moto 675 Naked очень сбалансированный и шикарный мотоцикл. Сейчас в этой сессии я специально не стал педалировать спортивную тему. Я решил прокатиться пару кружочков, ну, сначала прогрел резину, да, а потом решил прокатиться пару кружочков, ну, в таком спокойном режиме. Сидим вертикальненько, наклоняем мотоцикл чуть больше, чем может быть положено, упираемся в подножку, открываем газ, и вот этот скрежет, такой мерзкий подножек по асфальту, так я его не люблю, так. Ну, неважно. Дело в том, что даже на таких углах, когда уже, ну, почти что совсем все, следующий шаг — это еще подножка немножко подогнаться, байк стабилен. Он очень юркий. Прям вот юркий. Ты подъезжаешь к повороту, ты тормоза шикарные. Ребят, тормоза шикарные, прям вообще. Тут можно прямо всех друзей напугать. Чуть попозже задняя часть вот так вот гуляет. Поворотники моргают истерично, но при этом передняя часть мотоцикла очень стабильна. Очень стабильно. Заезжаем в поворот, расслабленно, отпускаем руль. Раз, пэнг, подножка, газ, бам! И прямо момент везет. Удивительно, что у такого небольшого по кубатуре двигателя столько моментов. То есть понятно, что большие литровые байки как бы тащат, да, там, моторы, вот. Но они более инертные. Они более тяжелые, они более инертные. И вот эта CF Moto'вская трехцилиндровая идеология прямо классная, потому что очень много момента. Он прямо едет из любых ситуаций. Можно, я говорю, на второй, можно на третий, можно даже на четвертый там же, и все равно едет. И при этом ты прямо контролируешь
как бы это сказать-то, ну, каждый миллилитр топлива или там каждый небольшое количество воздуха, который ты подаешь в двигатель, открываю ручку газа. Ручка газа такая довольно длинная, плавная. Все, естественно, уже электронное, поэтому так спокойненько открываем ручку газа, можно чуть порезче. Трекшн. Очень-очень комфортный и юзерс-френдли мотоцикл. А Naked так и вообще, потому что на нем можно ездить каждый день спокойно, и на нем можно выкатываться на картодром, погонять и опять ездить каждый день спокойно. Очень-очень прикольно. Итак, подводим итоги. Шикарный 675 Naked. CF Moto, на мой взгляд, просто с этим мотоциклом покорят публику. Огромное спасибо компании AVM Trade за то, что предоставили эту возможность познакомиться с этим байком. Это прямо классный мотоцикл, а на классном мотоцикле всегда приятно покататься, протестировать и рассказать вам об этом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Нам это тоже важно. Мы, как и производители CF Moto, хотят фидбэк от журналиста, так и мы хотим фидбэк от вас. Как нам сделать наш канал лучше, чтобы вам было интереснее его смотреть. А на сегодня это все. С большим приветом из Португалии. Всего доброго. Пока.